И если сказать слово «офис» в компьютерном понимании, то первое, что придет мне и многим технарям в голову, это Word, Excel и их друзья. Такая ассоциация очень сильно прижилась среди офисного пролетариата и вошло в лексикон. Поставь в винду и Office, открой через Word, вычисли через Excel и тому подобное. Кроме Microsoft Office существует огромное количество альтернативных офисных пакетов. Из современных примечу LibreOffice, OpenOffice и OnlyOffice. Пользователи на пенсии могут вспомнить Lotus 123, K-Office или AppleWorks. Из русскоязычных программ такого жанра эпохи DOS могу вспомнить только лексикон. Сейчас же документы можно редактировать не только одному, не только за компьютером, но и целым коллективом с любого устройства, через гигантов Google, Яндекс Документы или своего собственного Nextcloud. Только с количеством участников не переборщите. Во времена, когда в ПК господствовали DOS-подобные операционки, а некоторые уже имели в себе полноценный графический интерфейс, они все не были мощными. Учитывая тогдашнее существование Word, пользователю не особо было нужно использовать все функции на полную. И поэтому Microsoft придумала решение для тех, у кого было совсем слабое железо, или для тех, кому не нужно было огромное количество фич оригинального пакета. В этом видео мы поговорим о Microsoft Works, пакете, о котором, как мне кажется, мало кто знал, но о нем стоит рассказать. Бюджетный офис из Сиэтла. Присаживайтесь поудобнее, будет очень интересно. И давайте начнем. Начнем, как обычно, с начала всех начал. Постараюсь как-нибудь объяснить кратко. Microsoft Works берет свое начало аж с 1986 года, с выпуском первой версии для компьютеров Macintosh. И у них такой было не впервые. Первый Microsoft Excel тоже изначально выходил под компьютеры Apple. Для DOS это все стало доступно лишь год спустя, и в плане интерфейса и опыта использования, очевидно, тут кардинальная разница. Works содержит в себе текстовый процессор а-ля Word, программу ведения таблиц а-ля Excel и облегченный Access. Творчество, писанина второго тома одного произведения и прочие результаты мыслительного процесса, выходящие из этой программы, были совместимы не только с поздними версиями этого пакета, но и с его конкурентами. Первая версия уже умела в проверку грамматики и оформления текста, только посмотреть на это оформление можно было только после печати текста на бумаге. На экране компьютера же из всего инструментария отображался только жирный шрифт. С версии 2.0 программа впервые выходит на Windows. Такой же функционал, но уже с привычным интерфейсом и реализованной абстракцией What you see is what you get. То, что ты видишь, форматируешь, выделяешь, то и получаешь на своем экране. В период выпуска первого MS Works небольшие, недорогие и в то же время интегрированные офисные пакеты были очень актуальны. У Microsoft еще не было офисных продуктов для Windows, хотя первые форточки уже продавались в розницу. Word и Excel на Mac были совершенно новыми, а MS-DOS застряла с Microsoft Word и Multiplan. Несмотря на то, что он конкурировал с Word и Excel на Mac, в то же время имело смысл иметь прямого конкурента этим программам. Особенно, когда а. По иронии судьбы они от одной же компании, б. Works продавался как облегченный продукт, подходящий для ноутбуков, и в. Иногда это поставлялось в комплекте с компьютером как предустановленное ПО. С выходом Windows 95 изменению подверглись практически многие, если не все, продукты Microsoft. Ведь наступила эпоха 32-битных приложений, и Works на то время не был исключением. И у меня есть физическая копия этого чуда. А огромное спасибо Хасану за предоставленную копию. Здесь у меня OEM-вариация, как тут называют, попутчика, о чем нам сообщает на лицевой стороне. Из комплектации само руководство, коробка с диском, соглашение и лицензионный сертификат с ключом продукта. Опираясь на копирайт сертификата, можно заявить, что эта программа, кажется, настолько была ненужной, что спустя 28 лет до сих пор встречаются полностью запечатанные копии. Даже диск целый. Вставляя диск, можно заметить максимальную бюджетность ПО. Оно не имеет авторана, новейшей технологии от Windows 95. Процесс установки ничем не отличается от полноценного Office, зато нас спрашивают, хотим ли мы ярлык от Works на рабочем столе.
Да, хочу. И еще хочу Microsoft Works в Steam и 3 булочки с кунжутом, пожалуйста. Далее нас попросят перезагрузить систему. В 90-х без этого обойтись было нельзя. Каждое изменение просило перезапуск. Ох уж это ранняя винда. Первый запуск сопровождается туториалом, рассказывающим о том, как эта программа хороша для дома и офиса, а сливочное масло – это вообще круто. В полноценном Microsoft Office 95 туториал показывался при первом запуске каждого приложения из семейства, а некоторые из них были сделаны очень креативно. После туториала нам показывается окно запуска задач. По факту отправная точка нашей работы, начало всех действий. Здесь их буквально на все случаи жизни. Резюме, факс, конверты, открытки, статьи, письма, документы, адресные книги, туалетной бумаги не хватает только, как в Гимпе. Отчасти напоминает Microsoft Publisher с его мастерами по созданию бумажных самолетиков. Ну, кто смотрел мои прошлые ролики, тот должен помнить, о чем я. Смотря на работу мастеров, могу предположить, что они явно не верстались под стиль и архитектуру Windows 95. Из инструментов тут все стандартно. Текстовый процессор, электронная таблица, база данных. Любой инструмент Works начинает свою работу с проверки принтера по умолчанию, однако принтер я съел, и поэтому программа выбивает мне ошибку. Текстовый процессор здесь... по факту миниатюрный Word с измененным интерфейсом. Справа встроенная справка, сам документ по умолчанию в окне. Базовый инструментарий есть, проверки есть, шаблоны текста есть, обрамление и функции оформления также присутствуют, а WordArt здесь черно-белый. К слову, примечательно, что формат тамошних документов называется .wps. Сохранение в формате MS Office 95 не поддерживается. Только под Word для DOS или Windows 2.0. Однако можно сохранять и в формате WordPad, и в формате для конкурентных программ. Местный Excel также содержит все базовые вещи. Его таблицы поддерживали базовые вычисления, но без сложных формул и поддержки макросов. Сохраняется в формате .wks. Встроенная программа по ведению базы данных, как и все, обладает мастерами и шаблонами, что очень помогает при ведении простых списков с данными. Но, увы, программа не поддерживает всякие профессиональные возможности, присущие оригинальному Access. Сохраняется в формате .wdb. Местного PowerPoint здесь нет, как и базового просмотрщика его слайдов, поэтому презентации придется делать в Paint. С годами новые версии программы начали автоматически с собой ставить Internet Explorer, ибо некоторые тамошние фичи стали держаться на его движке. В эпоху XP программа претерпела редизайн, отказалась от обязательной установки IE и стала более дружелюбной к пользователю. Дружелюбной как подписка на мой канал, конечно же, это очень важно, спасибо. Настало время перейти к последней версии программы, уже в виде бокс-издания, за что огромное спасибо уже Александру. Лицевую сторону пленки я случайно порезал, не переживайте, это у меня руки иногда не оттуда. 9-я версия Works практически ничем не отличается от 8-й, кроме полноценной поддержки Windows Vista. Коробка датируется 2008 годом, выглядит не так эпично, как Vista или Office, но может это и к лучшему. На задней стороне показываются преимущества и реклама обновления по мере роста потребностей в виде покупки уже Office 2007. Рекламу в бокс-изданиях, честно говоря, уж видеть мне не впервой. Внутри тоже все по стандарту, диск и буклет. Ключ продукта, кстати, тут больше не требуется. Авторан тут уже присутствует, но он ничего не делает. Открытие диска из-под проводника выдает «отказано в доступе», что странно. Программа установки здесь выглядит вот так. Ну, тут уже судите сами. Во время запуска программа нам вежливо сообщает, что наше разрешение экрана меньше, чем 1024 на 768, и не все элементы могут уместиться корректно. Только есть один нюанс. Туториал тут остался, причем он сделан эпичнее, чем сама программа. А главной страницей является календарь со всеми событиями и напоминаниями. Во второй вкладке будет адресная книга, по факту тупо показ данных из книжки Outlook Express.
И по сравнению с Works 95 есть новые инструменты. Впихнули PowerPoint Viewer 2007, словарь, ссылки на раздел MSN и Works Portfolio. Works Portfolio чем-то напоминает Binder из старых версий Office. А если кто-то не знает, что такое Binder, это программа, дающая возможность прикреплять свои документы, таблицы, презентации, проекты в один целый файл. Или же тут такое называется подшивкой. Здесь по факту то же самое, только это называется коллекцией. Works Portfolio плохо работает с кириллицей и не сохраняет коллекцию, если в пути имеется «догадайтесь что», и подобный минус делает программу менее полезной. Забавный факт. Binder так и не снискал популярности. И да, забыл самое важное. Появляется возможность открыть документы Office 2007 через WordPad благодаря поставляемому конвертеру на лету. Также здесь имеется раздел ведения списка дел. Как своих, так и на основе готовых шаблонов. Как с дедлайнами, так и без них. Стандартные программы больше всего походят по интерфейсу на урезанный Office 2000, чем на 2003 и старше. Зато тут есть строка для поиска в интернете. Прикиньте. Настало время выводов. С одной стороны, в большинстве случаев программа является сплошным разочарованием. С другой, она, вероятно, могла быть кому-то полезной, что опять же маловероятно, особенно для СНГ. Подумайте, почему так? Блин, да те файлы, сохраненные Microsoft Works, несовместимы с Office, даже с нынешними. Приходится прибегать к конвертированию. Если рассуждать глобальное присутствие и опустить данные проблемы, то программа явно могла найти своего юзера, пусть и недолго. В основном, как уже было сказано ранее, Works нашло свое пристанище как предустановленное ПО на OEM-компьютерах. Существовал даже отдельный пакет Works Suite 99, своего рода компиляция, включавшая в себе не только Works, но и Microsoft Money, Word 97, IE 4.0, энциклопедию Encarta 99, оффлайн-карты Streets 98 и программа по созданию открыток Greetings 99. Компиляция, имеющая 2 текстовых процессора и 2 программы по созданию открыток, это, конечно, мощно. Microsoft Works официально прекратил свое существование в 2009 году. В 2010 выходит Microsoft Office Starter, начальный пакет полноценного офиса, только Word, Excel и, внезапно, реклама. Да, это издание официально показывало рекламу во время своей работы. И уже по классике. А что вы думаете об этом? Приходилось ли вам пользоваться этим чудом? Знали ли вы о существовании Works до этого видео? Как вы считаете, был ли смысл в этом пакете? Пишите свои мнения в комментариях. На этом моменте я завершаю свой рассказ. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите другие мои видео. Оставайтесь с нами. Благодарю за просмотр и огромное спасибо людям, поддержавшим канал. До новых встреч, дорогие друзья!